Друзья, сегодня готовим очень простой и вкусный яблочный пирог. Это простейший рецепт из творожного теста с яблочной начинкой. Отличный рецепт домашнего пирога к чаю на скорую руку или когда гости уже на пороге. Это будет очень яблочный пирог, поэтому яблок можно брать побольше. Кашу, как говорится, маслом не испортишь, чем больше яблок, тем вкуснее получится пирог. И для пирога нам понадобится где-то 4-6 яблок общим весом около 700-800 грамм. Из яблок я удаляю сердцевинки и семечки. А яблоки нарезаю такими небольшими кубиками. Так как яблок будет много, нужно, чтобы они равномерно распределились в пироге, поэтому нарезаем яблоки довольно мелко. Готово, друзья! Я просто уверена, что вы тоже полюбите этот рецепт, потому что, по моему мнению, он должен быть в каждой кулинарной тетрадке, каждой хозяйке, которая любит поставить на стол быструю и вкусную домашнюю выпечку. Но при этом не хочет потратить на приготовление пирога слишком много своего драгоценного времени и целый день простоять у плиты. А я растопила в сковородке кусочек сливочного масла, грамм 30, это примерно 3 чайных ложечки. И сюда же добавляю 30 грамм сахара, это столовая ложка с горкой. И обязательно добавим сюда же пол чайной ложки корицы, ведь сочетание яблок с корицей считается просто идеальным для яблочных пирогов. А если добавить к корице еще немного ванили, то аромат будет стоять просто на весь дом. Запах, как в нашем детстве. Это просто невероятное ощущение, друзья. Очень жаль, что через экран нельзя почувствовать эти обалденные запахи. И теперь, когда наш сахар со сливочным маслом, с корицей и с ванилью уже превратился в ароматную карамель, отправляем на сковородку наши яблочки. Нам нужно потушить их буквально в течение 5 минут, пока яблочки не станут более мягкими. А тем временем я беру 400 грамм творога и отправляю в миску. Творог можно брать любой жирности, у меня 5%. К творогу разбиваю одно куриное яичко, а также добавляю 50 грамм сахара, это 2 столовых ложки с горкой, и маленькую щепоточку соли. Все хорошо перемешаем. Мы сейчас с вами готовим очень простое и очень вкусное творожное тесто. Яблоки готовятся очень быстро, и когда испарится большая часть сока в сковородке, мы увидим, что яблоки стали более сухими, мы снимаем их с огня, но я вижу, что сок еще есть, поэтому потушу еще буквально пару минут. Пока тушатся яблоки, мы время не теряем, продолжим готовить наше тесто. У меня здесь 50 грамм сливочного масла, это примерно 3 столовых ложки. Посмотрите, масло комнатной температуры, оно очень мягкое. Добавляю его в тесто. Благодаря тому, что масло уже хорошо, достаточно мягкое, все ингредиенты прекрасно смешиваются. А также добавляю сюда же 100 грамм сметаны. У меня сметана 15% жирности, это примерно 4 столовых ложки, если вы не пользуетесь весами. И осталось только добавить муку. Здесь у меня 300 грамм муки, это примерно 2 стакана объемом 200 мл плюс 2 столовых ложки с горкой. Добавляю муку частями, не буду добавлять всю сразу, чтобы тесто не сделать слишком забитым мукой. А также добавлю сюда чайную ложечку ванильного сахара и еще чайную ложку разрыхлителя. Так, подсыпаем еще немного муки и можно уже начинать замешивать тесто руками. Теперь перекладываю тесто на рабочую поверхность, на коврик или на стол. И буквально еще немножечко помесим тесто, чтобы все ингредиенты объединились и тесто можно было собрать в шар. Муки у вас может уйти чуть больше или чуть меньше, все зависит от качества и влажности вашего творога. Посмотрите, я уже все замесила, главное не месите тесто слишком долго. Как только у вас получился такой симпатичный шарик, все уже готово, не нужно больше теста мучить и тратить ваше время. Посмотрите, какое мягенькое и нежное творожное тесто получается, ну просто прелесть.
И яблочки уже полностью готовы, снимаем их с плиты и даем им хорошенько остыть. Можете переложить на тарелку, чтобы они остыли быстрее, потому что нам нужна будет уже остывшая начинка, чтобы наше тесто не поплыло, когда мы будем выкладывать яблоки горячие на начинку. То есть яблоки должны быть холодными. Тесто делим на две части. Одну часть я буквально на 5 минут уберу в холодильник, пока раскатаю тесто для первого яблочного рулета. Все, убираю тесто, пусть оно немного полежит, отдохнет. Немного подпыливаю стол мукой, выкладываю кусочек теста и раскатываю тесто вот в такой вот большой квадрат или прямоугольник. Не раскатывайте тесто слишком тонко, достаточно будет раскатать до толщины примерно 7 мм или около того. Это будет просто идеально. Все, мы с вами раскатали тесто вот в такой вот квадрат-прямоугольник. И теперь выкладываю на тесто примерно половину яблочной начинки. Яблоки, как я говорила, у меня уже немного остыли, они не горячие, чуть-чуть тепленькие, но точно не горячие. Итак, выкладываем яблочки и равномерно распределяем их по всей поверхности нашего теста, нашего коржа. Можно посыпать, кстати, яблоки изюмом, может быть, у вас есть грецкие орехи, фундук, в общем, любые сухофрукты, орехи, получится еще вкуснее, так что фантазируйте, экспериментируйте и посмотрите, вот таким вот образом мы просто скатываем наш яблочный пирог вот в такой рулетик. Такая красота получается. Краешки пирога можете защипать рулетов, а можете оставить их открытыми, так даже будет лучше, потому что будет куда выходить пару во время выпечки, и тогда пирог совершенно не потрескается. И я уже тем временем быстренько раскатала второй пласт теста, второй прямоугольник. Посмотрите, какая толщина теста, оно не прилипает. Выкладываю сюда оставшуюся начинку. Точно так же распределяю по всей поверхности. Оставляю с одного краешка теста кусочек теста, не заполненный яблоками, чтобы удобнее тесто было свернуть и зафиксировать его, чтобы рулет не развернулся во время выпечки. Посмотрите, вот так вот просто сворачиваем все. Друзья, все делается очень быстро, вы как говорится, не успеет даже чайник вскипеть, поэтому не бойтесь этой возни с тестом, оно того стоит, потому что весь процесс очень легкий, простой, вас он точно порадует. Все уже готово, друзья, осталось только смазать пирог. Пирог можно смазать взбитым яйцом или яичным желтком плюс столовая ложка молока или желток плюс ложка сметаны. Выбирайте тот вариант, который вам удобнее, то, что есть у вас под рукой. Я просто смешиваю желток с ложечкой молока. Все, теперь смазываем пироги. Друзья, я очень надеюсь, что этот нежный и очень вкусный творожный пирог с яблоками вас порадует. Готовьте с удовольствием, я уверена, что он вам очень понравится, и вы с удовольствием и еще не раз приготовите эту вкусную творожную выпечку с яблоками. И отправляем эту прекрасно пахнущую красоту выпекаться в духовку при температуре 180 градусов. Друзья, любимые мои, ну и по традиции напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Все готово, дорогие мои, яблочные пироги, яблочные рулеты уже просто благоухают из духовки. Невозможно удержаться, чтобы не отрезать и не попробовать хотя бы кусочек этой яблочной вкуснятины. Обязательно поделитесь этим рецептом с вашими близкими. Готовность пирога можете проверить деревянной зубочисткой или деревянной шпажкой, палочкой. Палочка должна выходить из пирога абсолютно сухой, без следов сырого теста. Сахара можете добавлять чуть больше или чуть меньше по вашему вкусу, ну а я уже дегустирую. Друзья, это такая вкуснятина! Обязательно приготовьте, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое вкусное видео. А я встречаюсь с вами 2 раза в неделю на канале Готовим дома. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, конечно же ставьте лайк, и я очень жду ваше мнение в комментариях. Или просто оставьте смайлик в комментариях, если не знаете, что сказать. Желаю вам приятного аппетита, всех люблю, всего самого доброго. Увидимся в моем следующем вкусном видео. Пока-пока. Приготовь, поделись, подпишись.